Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Немного вопросов о бритье сегодня, но все-таки они есть, и, конечно же, я на них отвечу. Но вначале подведем итоги под предыдущим видео. Станок Кристофер Брэдли Коровая. Плита была А, 0,6 ГАП. Не мое, слишком мягкий. Сам по себе станок просто бомба. И в принципе комплектация это неплохая, из которой я убрал бы все лезвия А и АА и А, оставил бы A, B, C, D, B, B, C, D и D. Вот это бы я оставил. Самое мое оно. Как раз вот те размерчики. И смог бы я тогда в принципе пользоваться станком, если так экстраполировать на Роквелла, ну где-то от 4 плюс 5 плиты и вниз, вот так. Но компания на этом не остановилась, и она выпускает еще 2 плиты, гораздо более агрессивные, уже туда, повыше. Что это будет, я не знаю, потому что у Валерия Баглей, который нам это предоставил, огромное ему спасибо, этих плит нет. Ну а тот человек, который, если захочет, у Валерия этот набор может взять, ну, ему останется только пару этих плит докупить, и все. У него, считай, полный набор. Изделие эстетически выверенное, шикарное, прекрасное, сидит в руках, смотришь, глаз отдыхает, в руке держишь, ну просто рука поет. Бреет тоже великолепно. Главное подобрать свои плиты. Ну а тут есть из чего подбирать. Помазок. Помазок очень понравился и удивил, потому что его предыдущий брат, он все больше по массажу работал, и я его оставил у себя в любимчиках только из-за ручки. А тут мой любимый кайф. То есть тут массаж, да, присутствует, но не такой ярко выраженный, как вот на его братишке с длинным узлом, а вот именно как я люблю, вот с этим вот шариком. И он мне, честно сказать, пришелся по кайфу, именно поэтому решил его у себя оставить. Ну, плюс ручка, конечно же, сыграла немаловажную роль. Мыло. По мылу не совсем сквадра. Я не совсем понял, что там ребята пишут, что что-то там дорого, дорого, дорого. Я посчитал, на российский получается где-то в районе 400 рублей. Наши артизаны 350-450 продают мыло, об этом никто не говорит, что дорого. Все как-то нормально это воспринимают. Почему за это решили писать, я не знаю. Возможно, я вас просто не понял. Ну, тогда просто расшифруйте, и, возможно, я вас тогда пойму. Автошив. Хорошая, обалденная, шикарная штука. Оставил бы себе с удовольствием, но сохнет зараза долго. Не меньше 30 минут. То есть вот это время вам придется же подождать. Все остальное, уходовый запах, просто великолепный запах. Ребята, делайте маленькую поправку. Кто не любит травку, ну в смысле скошенную траву, поберегитесь, потому что там этот запах сильный. Ну и еще одна вещь, о которой написал Ravy SSC. Люди с чувствительной кожей, будьте осторожны. Очень может быть, что это не ваш бальзам. Потому что, как говорит Рэйви, он взял его, нанес, у него там все как красным, как понесло, и все прошло лишь только после того, когда он это смыл. Поэтому, ребята, тоже будь ласка, будьте внимательны, обращайте на это внимание. Ну а что до вопросов, Михаил Гынин тут вышел и сказал: Вадим, что ты, вот по прошлому видео, помните, да, что ты там шкрябаешь, шкряб, ну видно, что не твое. Именно поэтому, я сам это чувствовал. Но если уж даже вы это заметили, я просто не стал снимать то видео, которое я вам здорово обещал, что типа на следующий день выйду там на плите, на мягонько еще раз. Как наша мама говорит, не смеши звезду, она и так смешная. Не хочешь срать, не мучай жо. И не стал я ничего делать, потому что и вам уже даже понятно, что мягкие станки не мое. Вот если бы я переходил на ежедневное бритье, скорее всего, я бы все-таки взял себе что-то поагрессивнее. От R89 и выше. Тем же, кто же пропустил, хочу посоветовать, посмотрите последние 3 видео по ежедневному бритью, потому что там такую кладезь информации, особенно в комментариях под видео, да не особенно, а именно там, что я не уверен, что на каком-нибудь форуме даже такое что-то есть. Поэтому, ребята, кому нужно ежедневное бритье, смотрите эти 3 видоса, там есть чего почитать. Еще один вопрос. Дитмаус спрашивает: Вадим Викторович, приветствую, нужен ваш совет. Назрел вопрос о смене помазка, присматриваюсь к якам. Почему я решил об этом ответить в видео? Ну, во-первых, вопрос по теме. У нас яки последние все месяцы, да, они присутствовали, человек именно об этом спрашивает. Не ленивый, говорю, что смотрел, но ориентацию потерял, ну в хорошем смысле, потому что слишком столько всего этого, что, говорит, я даже не знаю, с чего взять-то, с чего начать.
Я тоже, честно сказать, ребята, не очень представляю, поэтому вот со своей стороны то, что могу, я сделаю. Я вам просто покажу тесто помазки и синтетику, и барсуки, которые вот в данный момент у меня остались в любимчиках. Это будет говорить только об одном, что эти помазки мне нравятся. Больше ни о чем. Не том, что они лучше там или самые крутые, нет, потому что кому-то другому может понравиться что-то другое, а вот эти понравились мне. Возможно, вам это как-то поможет в будущем при выборе, ну, по крайней мере, это уж я точно могу сказать, хотя это сугубо, так знаете, имхово, но тем не менее. Синтетика. Предыдущий мой любимчик когда-то давным-давно был вот этот вот. Нынешний любимчик этот помазок. И только сейчас на обзоре я обратил внимание на схожесть их узлов, что фибра здесь одинаковая, да и размер узла примерно один и тот же. Оба этих помазка достаточно легки, но не до соплей, а лишь в той степени, чтобы создавать объем и работать объемом. Этот мне понравился в купе со своей ручкой. Красивая, симпатичная, оформленная как надо. Все мы эту ручку хорошо знаем, работать ей удобно. Этот понравился точно так же не только узлом, но и своей ручкой, потому что ручка здесь тоже достаточно монументальная. Этот побольше, этот поменьше. Его собрат, который был не так давно на обзоре, но у него другой узел, это для тех, кто любит массаж. Тот больше нацелен на массаж, этот же на работу с объемом. Это синтетика. Барсуки от Яки. Не случайно они расположены именно в таком порядке. Это по степени мягкости. Самый мягкий из них средний, и эти два уже пожестче. Основные отличия. Самый мягкий и самый нежный на восприятие. Объемом все точно так же работает. Но так как у меня перед этим были жестковаты, и Яки подбросили на обзор именно этот, он меня заставил переживать. И некоторый жим-жим был. Опасался того, что еще чуть-чуть поменьше и все, будет сопля. Но нет, ребята, это не сопля, это великолепный хороший помазок, как внешне, так и внутренне. Самый мягкий из всего, этот средний. Он чуть-чуть пожестче, чем предыдущий товарищ, но не такой жесткий, как эти ребята. Он точно так же работает объемом, но ворсинки все еще не колятся, как на этих, а на вот это два обособленно. Здесь у вас такого, знаете, чуть-чуть покалывания не будет. Здесь точно такая же работа в объеме. Все-таки мне вот этот понравился больше, косвенно сужу о его старшем брате. Ой, еще один волосок. С длинной ручкой, тоже металлический, который уехал к Ярославу в Германию, потому что, испытав тот помазок, он сказал, что несколько он для него великоват. Ну, судя по всему, Ярослав точно такой же человек средних размеров, как и я сам, поэтому вот большой помазок, вероятно, ему зашел меньше. Вот этот бы ему, скорее всего, зашел больше. Это он так думает. На самом деле он же не знает, он не пробовал. Но я большого не пробовал, он не пробовал маленького. Маленький мне понравился. И вот эти вот два товарища. Это обычные, стандартные, которые Яки присылали достаточно долгое время, работают на объеме, верхушечка чуть-чуть покалывается, все нормальные набивки, здесь про соплю вообще мыслей даже никаких нет совершенно, это обычный хороший барсук. А вот эти ребята уже понежнее. Возможно, кому-то это вот самый нежный, его прям так, знаете, вот уже что-то прям аж прям как фибра, что ли. Уже вот такое что-то появляется. А здесь все-таки вот эта жесткость, она определенно чувствуется. Ну, чтобы вы поняли, скажу так, вот детей от экрана увидите. Вот волос головы и лобковый волос. Вот примерно так они отличаются. Ну, это несколько утрировано, но тем не менее. Вот здесь вот прям ого-го. А здесь обычный. Обычный, хороший, нормальный. Вот как-то так. Возможно, это кому-то поможет разобраться. Кабанчики. Омегу с черной ручкой вы совсем недавно видели на обзоре. Сейчас ее показывать смысла нет. Есть еще у меня кабанчик Омега Симош 1305. Хороший, зачетный, нормальный помазок. Работает во всех отношениях, то есть вполне себе. Стоит достаточно недорого, в пределах 13 евро. Может служить как начальным помазком начального уровня, так как у этого парня все-таки есть некоторые ограничения. Ну, не то чтобы ограничения, но все-таки вот те косяки, которые с ним случаются, ребята мне писали в ВК и так сообщения бросали. За это время один человек написал, что у него высыпался узел,
но есть некоторые подозрения, что он его хранил несколько не совсем как принято, то есть на простушку вот так не ставил. И 2 человека написали, что сыпется краска. Ребят, ну в том числе и у меня. Вот обратите внимание, за это время в 2 местах красочка, смотрите, как облупилась. На скорость не влияет. Лично меня это не сильно смущает, но сторонники эстетики, имейте в виду, что у вас такое тоже может случиться. Поэтому, дабы избежать этого, можно брать точно такой же помазок, но с деревянной ручкой, полностью без этой краски. Есть такие, и вот краска валиться не будет. Это что касается кабанов. И последний вопрос и кульминация сегодняшнего видео. Это, наверное, все-таки очень знаковая и показательная, скажем так, позиция под последним видео. Лично для меня, как вы к этому отнесетесь, я не знаю. Дело в том, что там, где Стас вышел и показал свою таблицу с украинского форума, за что ему огромное спасибо. Только, Стас, на будущее, пожалуйста, если будешь что-то такое делать, оставляй обязательно ссылку на тему. Потому что конспект, сухая выжимка, это все здорово. А очень многим людям, возможно, будет интересно пройти по ссылке, посмотреть, как это родилось. Само обсуждение посмотреть, возможно, что-то спросить, возможно, что-то сказать. Поэтому, если что-то такое будет, сразу ссылочку, вот она тема, идите, хлопцы, смотрите, читайте. Так вот, по поводу станков. Стас выкладывает свой даджест, то есть лист, где показано, какие люди какими станками пользуются. Я к этому списку отнесся как к списку популярности станков. Но самое прикольное было потом. И самое интересное, то, что как раз вот это все и делает интересным. Выходят 2 товарища, один из них Мат Грамблер, а второй это Михаил Гынин. И Мат говорит, каждый из голосовавших пробовал, каждый из представленных в списке станков, а Михаил Гынин его поддерживает. Вот тут-то меня как молотком по голове шандарахнуло. То есть Стас выходит, показывает популярные станки, и он по-своему прав. А выходят вот 2 ребят, Мат и Михаил, и говорят, а вот каждый из них пользовался. И по сути-то их тоже можно считать правыми, потому что если выбирается самый лучший станок, то было бы все верно, что если, допустим, вот есть 10 станков, да, и 10 людей, каждый из этих 10 попробовал каждый из этих 10 станков и сказал, вот мне нравится вот этот станок. И потом просто взяли, составили список, и получилось, что вот номер 1, дыш, медаль на пузо, вот этот, номер 2, вот этот вот. Понимаете, о чем я? Люди все разные. Стас говорит об одном, ребята это все переводят и перекручивают уже по-своему. Стас говорит о популярности станков, ребята говорят о лучшем станке. То есть, по сути, все правы, и не прав никто. Стас прав, если он выкладывает список популярности, и не прав, если он выкладывает список лучшего станка. А ребята правы, если они говорят за лучший станок, и они не правы, если они говорят, что популярный станок так не определяется. Лично я к этому отношусь так. Один человек может поменять свое мнение. Это не говорит о том, что он флюгер, там, куда ветер, туда дым. Нет. Просто человек живет, накапливает жизненный опыт, и порой этот жизненный опыт дает ему одну и ту же информацию переосмыслить и подойти к ней с другой стороны. А если 2 человека? А если 4? А если 128? А если 28 тысяч? А если 100-500 тысяч? Вы представляете, сколько может быть мнений? Вот именно поэтому вот еще одна причина, почему я написал то видео, которое написал, о чем ни капли не жалею. И даже несмотря на то, что его поддержало абсолютное большинство, все равно нашлись люди, которые выходят и говорят, Вадим, ну так скажи, что тебе влом что-то там советовать. А другой выходит, говорит, ну ты хоть выйди, скажи, какие модели популярны. То есть вот ты хоть что говори. Все равно очень большая вероятность остается того, что тебя не поймут. Вот я выбираю себе новый станок. И я знаю, что есть человек, который там что-то там уже соображает. Я ему пишу и описываю все себя. Я запятую, предложение, слово неправильно поставлю, он меня по-своему поймет или не поймет вообще, или поймет не так, как я ему хотел сказать. И он мне посоветует. Что он мне посоветует? То, что нравится ему. Я это возьму. Возьму то, что нравится ему. Несмотря на то, что он меня там правильно, неправильно, да фиг его знает, как он меня понял, но я это возьму. И буду бриться чем? Я буду бриться тем, что нравится ему. Я. Бриться тем, что нравится ему. Я вот об этом говорил. Ребята, основа ваша голова.
ваше мнение. Вы король в своем вот этом мире. В нем может быть хорошее только то, что хорошо для вас, и вы сами лично это решили. Вы решили, что прораза для вас огонь. А приходит человек, который говорит, да это масс-медиа, фигня. Как вы к этому отнесетесь? Да никак. Вам это будет неинтересно, потому что вам это по кайфу. А если вы спросите того человека, слушай, я вот хочу прораза, он скажет, да блин, ты что, говно это, да не бери. И вы его не возьмете. Теперь-то вы лучше меня понимаете. Решаете только вы сами. Думайте, слушайте, спрашивайте, смотрите, фильтруйте, обмозговывайте, но выбор делайте сами. После того, как возьмете, это вам придет, вы все это перелопатите, пропустите через себя, услышите свои ощущения, и только вот это даст вам повод идти дальше. У вас есть уже один станок, замечательно, нет, возьмите его, пофигу какой, просто возьмите. После того, как возьмете, а если он у вас уже есть, наберите там 5, 10, 15 лезвий, гоняйте на этом станке. Даже парни в комментариях отписывали, самое лучшее, возьми один и научись им бриться. Вот после того, как вы его полностью уже поймете, проработаете, через печенку пропустите, вот тогда, если вам захочется идти дальше, тогда идите, но вы уже будете знать, куда идти. Потому что к тому времени вы уже стопудово будете знать, мягкий у вас станок, средний или агрессивный, и чего вам хочется больше. Потому что вы попробовали уже все. Вот об этом я. Решение принимаете только вы сами. Вы король в своем кайфе. И не надо вам экспортом заниматься. Поддерживайте своего производителя, отечественного. То, что у вас внутри в душе родилось, вот это и слушайте, а не то, что там у кого-то. Это просто информационный фон, который вам дает информацию для анализа. Не более того. Ни хрена я себе красиво сказал, информационный фон. Блин, надо записать это, забуду. Ну, вот как-то так. На этом, ребята, разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Ну и что тянуть-то? Пошли бриться. Догоняйте.